Finally, Signalis 2. По крайней мере, именно по таким соусам я узнал об игре The Irony в тематических сообществах. Я попробовал ее и хочу поделиться своим мнением об игре и о том, насколько это действительно новый Signalis. Но прежде отмечу, что это не какая-то финальная версия, а всего лишь альфа-версия, демо-версии игры от разработчика-одиночки. До выхода тут, мягко говоря, далеко, и игра еще может сильно измениться. Не я один обратил внимание на игру. В комментариях под трейлером и других соцсетях фанаты Signalis активно ремембят аурные промисы. Я в том числе там был. В общем, я люблю Signalis и перепроходил эту игру много раз на разных платформах, поэтому сразу же побежал пробовать The Irony. Игровые механики. Буквально первый же бой продемонстрировал мне, насколько Irony — это другая игра. Signalis — это survival horror в духе классических частей Resident Evil. Врагов ты побеждаешь, расстреливая из огнестрельного оружия, но намного чаще просто пробегаешь, потому что это не боевик. Патронов сильно меньше, чем врагов, поэтому зачищать комнаты стоит лишь при необходимости. Да и не очень эффективно это. Враги через некоторое время воскреснут. Можно сжечь труп, потратив редкий расходник, но даже это не поможет избавиться от врага насовсем. Боевая система Irony — это Souls-like. Тут основную роль играет ближний бой, кувырки и парирование. Есть дальнобойное оружие, но, судя по малому количеству патронов и низкому урону, это скорее инструмент для особых случаев. И врагов нужно именно что убивать. Игра просто не пропустит дальше, если в комнате остались враги. Боевая система агрессивная, нужно активно сближаться и быстро реагировать на выпады. Как и в Dark Souls, атаки можно парировать или уклоняться от них кувырками. Парировать у меня и здесь не получалось, нет такой реакции. Но это и не обязательно, бои проходят на кувырках. И вот без них никуда. Враги очень сильны и быстры. Просто закликать не получится. Придется сидеть и учиться реагировать на атаки. Атаки врагов пока плохо читаются. Было очень странно, когда уже издыхающий или оглушенный враг вдруг резко и дерзко парировал мою атаку. В этот момент нужно самому резко начинать уклоняться, иначе смерть. Кстати, смерть здесь очень интересно обставлена. Нужно пройти капчу и доказать, что ты не робот. Впрочем, в начале игры будет капча, где нужно отметить людей, но людей там нет. И вообще с фразы «здесь нет людей» начинается повествование главной героини. Думаю, в полной версии на это будет завязан какой-нибудь сюжетный поворот. Ироничный поворот, ага. И тут можно перейти к эстетике. Все же мне очень нравится эстетика искаженного комплекса Серпинский в Signalis. В игре есть что-то мощное, полусоветское. Не удивлюсь, если автор игры именно из той части Германии, которая была ГДР. Тут везде ламповые и аналоговые приборы в мире, где есть буквально андроиды и магия. Информация о мире, которая подается через пропаганду и инструкции. И, конечно же, нелепое правило не носить больше 6 предметов, которым подчинен не только наш инвентарь, но и окружение. Тут на самом деле можно хоть целый ролик делать про мир, историю и философию Signalis. Но сейчас важно отметить, что она тут есть, она мощна и связывает воедино все элементы игры, как нарративные, так и игромеханические. В Irony я ничего подобного не увидел. Конечно, на таком этапе рано это оценивать, но местный комплекс — это обычная хай-тек лаборатория, которую можно увидеть, кажется, в любой игре. Не хватает чего-то особенного, что выделило бы ее или рассказывало историю места через окружение. Тут есть какие-то попытки играть с масштабом, показывать, какая главная героиня тут маленькая на фоне гигантского оборудования. Но пока непонятно ради чего. Непонятно для чего здесь и сохранение через датчик крови или какие-то магазины. И враги здесь не выглядят как часть мира. Каждый враг в Signalis — это исказившаяся модель андроида. Раньше у них была специализация, работа, для которой их создали. Их искаженные формы не забыли свое предназначение. Она просто исказилась и мешают игроку в соответствии с ним. Например, модель Ара занимается техническим обслуживанием, что можно прочитать и в их дизайне. Когда душевное состояние от модели ухудшаются, они предпочитают проводить время в одиночестве в сервисных туннелях. Их искаженная форма как раз является единственным врагом, который не проводит время в комнатах, а появляется из сервисных туннелей, когда игрок проводит слишком много времени в некоторых комнатах. В Irony пока 3 вида врагов. Обычные, утыканные палками и громила. И еще есть финальный босс с дефибрилляторами. Ни в одном не читается, кто он или что. Почему они такие? Это бывшие сотрудники? Или подопытные? Или вообще инопланетяне? Я бы сказал, что это просто попытка сделать своих некроморфов из Dead Space. Вообще именно к Dead Space игра на самом деле тяготит. Тут есть очень характерный удар ногой по трупу для получения ресурсов. И сам внешний вид ресурсов. Полоска здоровья и инвентарь. Вот настоящие творческие ориентиры The Irony. В итоге я могу сказать, что это даже близко не новый Signalis. Не дайте себя обмануть или обмануться. Это не та ситуация, где я придумал, какой игра должна быть, и сейчас жалуюсь, что она не соответствует моим фантазиям. Я не один такой, я не говорю, что игра плохая. Наоборот, у нее есть потенциал, и я даже добавил ее в список желаемого. Но потенциал не нового Signalis, а Dead Space. Именно такую игру я бы советовал ждать. Хотя, еще раз напоминаю, что The Irony находится на ранней стадии разработки и еще может поменяться в другую сторону под давлением набежавших фанатов поисков Арианы жены. Ну а я, пожалуй, пойду еще раз пройду Signalis и попрощаюсь с вами до следующего видео.